15 августа, до конца лета осталось прям совсем чуть-чуть, а я с каждой сводкой все больше и больше говорю про фронты. Представляя ощущение многих русскоязычных новостных журналистов, которые в среду проснулись, открыли с утра карту украинского проекта Deep State, и вау, что это такое? Мы проспали обрушение фронта? Российская армия опять побежала? Что ж, давайте разберемся. В среду Deep State обновил свои карты и показал огромнейший открас. Взятие под контроль силами ВСУ территории на стыке Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. Ровно в тот же день появилась публикация десантно-штурмовых войск Украины, которые подвели промежуточный итог своей операции на этом же участке фронта. Началом операции они обозначили дату 29 января. Фактически, то, что вы видите на картах Deep State в этом районе, это изменение за несколько месяцев, а не за сутки, как могло бы показаться. История битвы за эти территории начинается еще с ноября 1924 года, когда российские войска приступили к атакам на поселок Великая Новоселка в Донецкой области. Этот участок фронта с украинской стороны обороняли бригады войск территориальной обороны Украины и куча приданных подразделений. Такая конфигурация, как правило, слабее обычных механизированных бригад, потому что когда у вас разнообразные силы, и пограничники, и Нацгвардия, и ТРОшники, ими сложнее управлять, потому что разная подготовка, разное управление, требуется сложная координация. А тут это было еще и под управлением войск территориальной обороны ВСУ, которые заведомо хуже подготовлены. Российская армия увидела слабый участок фронта, атаковала его и в начале 1925 года смогла захватить Великую Новоселку. Она стала очередной опорной точкой, хабом российской армии для расширения дальнейшего наступления. До конца лета прошлого года российская армия атаковала на север от Великой Новоселки, в сторону трассы, соединяющей Запорожье и Донецк, стараясь выйти на берега двух рек – Волча и Мокрые Ялы. Эта задача была успешно достигнута, после чего российская армия форсировала эти реки и начала атаки к северу от реки Волчьей. Возможно, кто-то из вас помнит, как я в ноябре прошлого года рассказывал про внезапную механизированную атаку российских войск по направлению на Новопавловку Днепропетровской области, когда российские военные воспользовались стоявшим туманом, препятствовавшим работе беспилотников. По большей части эти атаки украинским войскам получилось отбить, но попытки российских войск атаковать села Филия и Новопавловку продолжались. Также, возможно, кто-то вспомнит мои рассказы про бои в районе поселка Зеленый Гай, а также села Андреевка-Клевцова, она же Искра, Донецкой области. Там был переменный успех в течение прошлого года то у одной, то у другой стороны. С осени прошлого года российская армия стала все больше заходить в Днепропетровскую область, фактически и образовав то самое Александровское направление, о котором говорится в публикации десантно-штурмовых войск Украины. За осенне-зимнюю кампанию российским войскам удалось расширить свое присутствие и захватить территории Днепропетровской области с проникновениями вплоть до сел Великомихайловка, Новоалександровка и Вишнево. А также в Запорожской области им удалось захватить город Гуляй-Поле и село Дорожнянка. Начинается 26-й год. В заявлении десантно-штурмовых войск говорится, что операция на Александровском направлении началась 29 января. Хотя мы такие первые заметные контратаки увидели 6 февраля. Та самая дата, когда компания SpaceX отключила работу терминалов Starlink для российских военных. И вот с тех пор украинские силы планомерно атаковали российские позиции. В основном в Днепропетровской и смежной части Донецкой области, образующих Александровское направление. Все это время я рассказывал про эти украинские атаки и их продвижение. Например, весной я подчеркивал, как для украинских сил сейчас приоритетным направлением является Днепропетровская область, тогда как для российской армии – Донецкая. Именно там опасная ситуация сейчас. И это было еще до отставки Михаила Федорова и Александра Сырского. Украинские контратаки были достаточно успешны. Но из-за того, что этот результат размазан на несколько месяцев и касается всяких мелких поселков, отсюда и появляется эффект внезапности с вопросами «Ого, а когда это случилось?». Хотя это просто подведение итогов нескольких месяцев контратак. Важный вопрос. Действительно ли украинские силы смогли закрепиться на тех территориях, которые теперь Deep State открашивает как подконтрольные ВСУ? Не готов утверждать. То, что там присутствует много украинских военных, никакого сомнения. То, что украинские силы прям контролируют эти территории, не знаю. Видео украинских флаговтыков не особо отличается от аналогичных российских видео с флаговтыками. Тем более, что украинская операция началась в конце января, начале февраля. А Минобороны России весной показывала флаговтыки в селах Новоскелеватое, Писанцы, Богодаровка и Александровка Днепропетровской области, которые находятся сильно позади этих открашенных участков местности. На днях заявили захват села Новое Поле в Запорожской области, которое находится на границе с Днепропетровской областью.
Про эту украинскую операцию я рассказывал вскользь где-то весной, в начале лета в своей сводке. Говорил, что ее цель – дойти до района сел Успеновка и Темировка Запорожской области, через которую проходит дорога, соединяющая город Гуляй-Поле с поселком Великая Новоселка. Эта дорога очень важна для снабжения российских сил, наступающих в Запорожской области. И конкретно эту задачу пока что достигнуть не удалось. Так что, подводя итог, успешна ли эта операция? С точки зрения продвижений, я бы сказал, что скорее да, хотя дойти до дороги снабжения российских сил не удалось. Закончилась ли эта операция? Думаю, что нет. Хотя сейчас есть ощущение, что наступательный потенциал иссяк. Но подобное же было и в середине весны. То есть перебрасывают подразделения, накапливают силы и атакуют. Потом потенциал контратак заканчивается, боевые действия ослабевают. Подразделения восстанавливают силы, восполняют потери и снова атакуют. И вот сейчас снова потенциал, видимо, закончился. Но, наверное, в скором времени атаки продолжатся. Пока зеленка есть, то есть листья на деревьях, обе стороны стараются по максимуму этим воспользоваться. Произошло ли это все вот так вот бам, внезапно, за последние дни, как это может показаться по картам Deep State? Нет, это запоздалые открасы, которые накопились за несколько месяцев. Я об этом много раз говорил, и сам же Deep State в своих постах признает, что в интересах операционной безопасности они специально задерживают отображение некоторых изменений на карте. Так что какого-то обрушения фронта, масштабного прорыва украинских войск не произошло. Российская армия никуда не побежала. Я представляю, что будет на графиках подсчета темпов российской армии от Deep State 1 сентября. Там, видимо, будет огромный минус. Как удобно, как раз перед российскими выборами. Так что представляю, какие заголовки будут на русскоязычных ютубах 2-3 сентября. Тем более, что Deep State задерживает и противоположные открасы, когда российская армия продвигается. И вот теперь давайте поговорим об этом. Когда на должность главнокомандующего ВСУ был назначен Михаил Драпатый, я говорил, что мы можем ожидать спрямления линии фронта, отхода украинских сил с невыгодных позиций, которые в военном смысле ничего не дают. Затем российские военные начали прям пачками выдавать флаговтыки на Добропольском направлении, к северу от Покровска. Появились кадры из района города Белецкое, из поселков Шевченко, Светлое и Красноярское, оно же Черниговка. Я тогда в сводке задавался вопросом, что это? Это спрямление линии фронта или это локальный тактический прорыв российской армии? На спрямление линии фронта это было меньше похоже, поскольку это означало бы тогда, что ВСУ отошли от очень важной линии фортификации, которая называется «Новая Донбасская линия». Американский военный аналитик Роб Ли, который не только регулярно общается с украинскими военными, но и часто бывает непосредственно на линии фронта с украинской стороны, на днях написал, что все же это продвижение российских сил. Российским военным удалось захватить шахту около Черниговки, и теперь они используют террикон около шахты для размещения антенн связи, а также позиций дроноводов. Увеличивается присутствие российских войск в районе города Белецкое, а также села Матяшево. Российские штурмовики, двигаясь со стороны поселка Новый Донбасс, атакуют окраины города Доброполье и села Ановка. Также российские военные продвинулись до сел Кучеров-Яр и Торска, находясь уже менее чем в 9 километрах от Дружковки. Отмечу, что все упомянутые мной территории в Донецкой области, которые я сейчас озвучивал, на картах Deep State находятся даже не в серой зоне, а в зоне уверенного контроля ВСУ. Вот они, те самые отложенные открасы, которые неизвестно когда произойдут и неизвестно когда будут отражены на карте. Более того, достигнув этих территорий, российские военные запускают с них FPV-дроны на оптоволоконных катушках с дальностью до 50 километров, что дает возможность бить по украинской логистике, осложняя ее. По итогу, уже добавляя от себя, я бы сказал, что сейчас российская армия пытается успеть заскочить в вагон уходящего поезда. В современной российско-украинской войне важную роль играет зеленка, листва на деревьях, потому что в ней все же проще укрываться от беспилотников. И обе стороны пытаются по максимуму использовать период, когда она есть. Именно по этой причине в прошлые года основные прорывы российских сил приходились на май-июнь, когда листва появляется, чтобы потом, оставшийся период времени, максимально развивать получившийся прорыв и закреплять его. Вероятно, из-за провала по набору людей на контракт в первом квартале этого года этот график прорывов съехал на 2 месяца вперед. И вот мы видим локальный тактический прорыв российских сил, который случился в конце июля, а сейчас они пытаются развить и закрепить его. Времени для этого у них остается не так много. Думаю, к концу октября листвы уже не будет. Лично мне кажутся убедительными цифры и выводы немецкого экономиста Яниса Клюге, который, анализируя отчеты о расходовании средств региональных бюджетов, установил, что со второго квартала темп набора людей на войну стабилизировался.
что и дает возможность российской армии вести сейчас это наступление. Оно напоминает мне прошлогоднее наступление, когда был Воздвиженский прорыв, от которого российская армия пошла продвигаться дальше на север, как бы вклиниваясь между двумя городами – Покровском и Константиновкой. Теперь же российская армия пытается вклиниться между городом Доброполье и Дружковка. Как и с украинскими контратаками, этот российский прорыв не является каким-то масштабным или быстрым, внезапным. Он тоже локальный, тактический прорыв. Мне понравилось, как Майкл Кофман назвал российское наступление ползучим наступлением, имея в виду, что оно очень медленное, растянутое во времени, но определенные результаты все же дает. Очень точная характеристика этих продвижений. Уверен, что это наступление, как и в прошлом году, будет длиться до конца года. Нет никаких летних наступлений. А учитывая глубину серой зоны и зоны инфильтрации штурмовиков, то как флагоносцы порой забегают на 10 километров в тыл, считаю вполне вероятным появление к концу года флаговтыков с окраин Славянска и Краматорска. Для российского командования чисто символически важно будет достигнуть этих городов, хотя бы в таком, далеко не самом убедительном формате. Но битва за Славянск и Краматорск – это явно уже в следующем году, не раньше. Да и помимо Славянска и Краматорска, в Донецкой области остается еще немаленькая территория, подконтрольная украинским войскам. На днях появилось интервью заместителя главы украинской военной разведки Вадима Скибицкого. Он заявляет, что продолжается рост производства российских ракет. На июль у российской промышленности в планах было произвести 60 баллистических «Искандеров», а в итоге произвели 65. Годовой план по производству ракет «Циркон», для перехвата которых также требуются зенитные ракеты ПАК-3 комплекса «Патриот», был выполнен за 7 месяцев, как и план по производству ракет «Оникс». По производству крылатых ракет «Калибр» месячный план перевыполнили на 111%, а по ракетам Х-101 на 140%. Вадим отмечает, что у ракет «Кинжал» и Х-32 были проблемы с точностью попадания, поэтому их производство остановили, а ресурсы перенаправили на производство баллистических ракет, за счет чего и удалось увеличить темп производства «Искандеров». И у вас может возникнуть вопрос: а как так? Баллистических «Искандеров» произвели всего 65 штук, а воздушные силы Украины заявляют, что за июль Россия запустила по Украине почти 200 баллистических ракет. Во-первых, потому что баллистика – это не только «Искандеры», это еще и ракеты РМ-48У, которые запускаются из комплексов С-400, а также северокорейские ракеты КН-23. Плюс, как я и сказал, ракеты «Циркон» также перехватываются только комплексом «Патриот». Во-вторых, в зависимости от цели конкретного этапа, российская армия обычно либо тратит чуть меньше баллистических ракет, чем производит, тем самым откладывая немного про запас, либо тратит чуть больше, чем производит, за счет тех самых накопившихся запасов. В том же интервью Вадим Скибицкий сказал, что северокорейские ракеты КН-23 очень неточные, и в одном случае такая ракета отклонилась на 15 километров. Честно, я не представляю, что такого должно было произойти с ракетой, чтобы она отклонилась аж на 15 километров. Все-таки даже самые плохие ракеты, которые мы встречали, отклонялись от цели где-то метров, на 500, может на километр. Также вопрос, нет ли тут эффекта украинской системы радиоэлектронной борьбы «Лима», про которую так гордо писалось, что она подавляет всю баллистику. Также меня спрашивали, а вот эти удары ракетами по жилым домам в Киеве и не только, не связано ли это с неточностью северокорейских и российских ракет? Я бы сказал так. Прилеты ракет по жилым массивам связаны не с тем, что «ой, промахнулись, ракеты некачественные». Нет, мы давно изучаем обстрелы, и есть системная российская практика бить по жилым массивам. Этим летом, в ходе ударов по Киеву, мы внутри команды отметили, что действительно как будто бы ракеты промахиваются. Но не в том смысле, что отклонились на 15 километров, что как будто бы случайно попали по жилому массиву, а в том смысле, что очень часто на фотографиях мы видим воронки во дворах и на площадях. То есть часто рядом со зданием, а не по самому зданию. Вот такого рода неточность ракет, да, мы отмечаем. Но это не то, чтобы сильно менять ситуацию, потому что радиус поражения все равно большой, поэтому, к сожалению, люди погибают. У осколочно-фугасного «Искандера» радиус самого тяжелого поражения порядка 70 метров. Так что если он прилетит не в сам дом, а во двор дома, то это не так уж сильно поменяет ситуацию. Плюс Россия сейчас активно применяет ракеты с кассетной боевой частью. Та атака по Киеву 5 августа, когда на одной только железнодорожной платформе погибло 8 человек, это было применение кассетной боевой части по складу, который находился рядом с ЖД-станцией. Но поскольку кассетные боеголовки – это площадное оружие, то, конечно, накрыло и тех, кто ждал поезда на станции. Хочу проговорить важный вывод из данных Скибицкого. Помимо топливного кризиса, выбивания снабжения российской армии,
Цели ударов по российским НПЗ и по Вайлдберрис, и по морским портам часто озвучиваются как удары по российской экономике, чтобы у России было меньше денег на войну, меньше денег на производство оружия. И российской экономике от совокупности всех этих факторов сейчас действительно плохо. Но, как видите, из данных украинской же стороны, это пока что не повлияло на возможность России производить оружие. Украина старается также адаптироваться к новым российским угрозам. После того, как украинские силы стали много применять зенитные дроны против российских шахедов, Россия резко сократила их производство и использование. Сейчас сделана ставка на реактивные шахеды, которые развивают такую скорость, на которой за ними не сможет угнаться зенитный дрон. И вот вчера бывший министр обороны Украины написал, что появился первый реактивный зенитный дрон. Были в том числе показаны кадры его пуска. Для обеих сторон этот новый шаг сложен в первую очередь финансово. Не знаю насчет реактивного зенитного дрона, но реактивный шахед оценивается примерно вдвое дороже обычного. Бывший украинский морпех, военный аналитик Дмитрий Путята также пишет, что российские инженеры начали внедрять свои FPV-дроны радиомодули псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Работает это примерно следующим образом. Передатчик и приемник заранее согласуют последовательность своих частот. Во время связи они синхронно перескакивают с одного радиоканала на другой, иногда много раз в секунду. Поэтому украинская глушилка на одной частоте нарушает только часть передачи, а через мгновение связь уже продолжается на другой. С этим тоже можно бороться, но сложно. Нужна широкополосная глушилка, очень мощная, которая будет съедать очень много энергии. Нужно перекрывать помехой весь используемый диапазон. А такие системы пока не так сильно распространены, так что тут тоже нужно адаптироваться. Такие вот новости у нас были на этой неделе. Встретимся с вами в следующие выходные. Пока.